Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Перед тем, как мы погрузимся в нашу любимую скиллозависимую игру, я хочу сказать вам следующее. То, что мне очень приятно читать комментарии о том, что вы ждали моих комментариев вживую. Поэтому, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудь поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделал. Также подпишись на мой телеграм-канал. Ну, а если можешь стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Что нас сегодня ждет? Во-первых, я вижу есть берсерк. И в комментариях писали о том, что берсерк в текущем патче это какой-то ультрамусорный герой. Потому что, типа, его либо жестко нерфанули, либо что-то типа того. Ну, короче, мое дело прочитать комментарий, а второе мое дело это проверить, насколько все-таки же его там поднерфили, насколько он стал слабее и все такое. Я либо буду играть сейчас через воинов, либо же я буду играть через 9 магов, либо же вообще буду играть через 6 троллей. Ну, посмотрим, как игра будет вообще в целом складываться. Может, это вообще будет 6 рыцарей, 6 троллей. Ну, как бы, такой исход тоже может быть. В чем суть? Пофиксили ему урон. Раньше, чтобы вы понимали, вот этот вот массовый урон с топоров, он почему-то проходил двойной урон. Я это замечал, я об этом говорил. И говорил о том, что я это заметил именно по поведению маски 5-го тира. Мол, когда срабатывают топоры, то, соответственно, я видел двойной отхил на этой вот маске. И меня удивляло, типа, что это за бред, что это за прикол вообще в целом. Ну, короче. Суть в том, что я это замечал. Ну, а вторая суть, это пофиксили в текущем патче, и теперь вроде бы как бы такого не должно происходить. Но там мне писали о том, что типа вообще топоры особо не срабатывают. Возможно, они подрезали ему еще шанс срабатывания топоров. Ну, нигде об этом не писали, и, соответственно, на способности это не написано. Но в целом, наверное, какие-то шансы там подрезали. Чисто, знаете, скрытый нерв такой вот. Уже такое у них было, то, что они там какие-то делали скрытые нерфы. И все такое. Так. Стол у меня вроде как сильный, но на самом деле... Не, ну, ребята, это сам Господь Бог велел, Бог рандома мне сразу говорит, типа, Санечка, через кулончик играешь сегодня, как бы, ну, понимаешь ты меня, да? Я говорю, да, без проблем, кулончик так кулончик. Стол у меня вроде бы как бы был бы сильный, но, если честно, я хочу сразу встать на лустрик. Во-первых, есть аптечка священника, во-вторых, у меня 20 монет. Ну, и в целом я хочу вот именно аптечку священника получить и по максимуму эту аптечку священника заабузить. Чтобы максимально быстро выйти в 10-й, соответственно, максимально быстро собрать берсерка себе. Ну, и так как выпал кулон, то, соответственно, мы будем абузить кулон плюс посох 3-го тира. Мне там, кстати, в комментариях мало дали фидбэка. Мало дали фидбэка по поводу того, что, типа, стоит ли мне прямо жестко проговаривать по предметам. Поэтому, ребят, я жду фидбэк в комментариях. Напишите мне, соответственно, стоит ли мне прям жестко проговаривать по предметам. И вот знаете, я для себя поставил такую вот небольшую цель. Я хочу попробовать метовые сборки, которые работали в предыдущем патче, в этом патче. Потому что, на самом деле, такие есть изменения интересные. Вот множество сборок я уже как бы проверил, да. Напишите в комментах, какую сборку метовую я не проверил из предыдущего патча. Давайте пишем комменты, соответственно. Но вроде бы я как бы все проверил. Инсеков сразу, ребята, говорю, не будем проверять. А точняк, надо шаманчиков проверить. Точнее, показать вам, как их изменили, насколько они стали жесткими в целом. Ну, это надо все проверить. Надо. Воины вообще хорошо идут. Хотелось бы, конечно, еще сейчас получить бы баф людей. Вот прям бы в идеале было. Но, в принципе, и так сойдет. И так сойдет. Так, ребят. Хочу предупредить, что завтра, именно завтра, не сегодня. Завтра будет стрим по ТФТшке в 6 часов вечера. Запасаемся вкусняшками. Всех жду. Обнял, приподнял. Что-то еще у меня такое вот было. А, ну, кстати, забыл сказать. Естественно, я играю вместе с Марком. Марк — это мой утяжелитель. Не знаю, что он будет здесь собирать. Посмотрим. Мы как-то не списались на этот счет. Просто будем импровизировать. Ну, как импровизировать? Он будет импровизировать, а я, соответственно, буду играть на мете, как это любит обычно делать Марк.
Потому что Марк обычно он любит играть на жесткой имбе. То есть это кулон плюс посох. И обычно, знаете, он в легкую собирает себе генерала и находит аганимчик. Ну, как-то так. А еще в комментариях мне довольно-таки мало дали фидбэков насчет воинов, чтобы вам показать. Чисто через там Хускара, либо через абуз щита второго тира. Вот это вот щит, который дает каждый раунд стак брони. На самом деле это жесткий щит, ребят. Если вдруг там вам пришел ранний Хускар, либо Джаггернаут, и вот берете вы этот щит второго тира, закидываете в героя. И самое главное, чтобы у вас этот герой стоял, грубо говоря, до конца игры. Вы настакаете столько этих стаков брони, что можно тупо закачаться. А под воинами это нереальное количество урона с его возвратки. В общем, короче, жду в комментах ваш фидбэк насчет того, чтобы заабузить этот щит второго тира и показать вам всю мощь этого щита второго тира. Возможно, я забузю его как-то немножко по-другому. То есть, там, не через воинов, а может через что-то другое. Ну, короче, как ситуация и карта ляжет, соответственно, буду абузить. Правильно? Правильно. Вот. Что-то еще хотел такого рассказать. Что-то еще хотел такое рассказать. Честно, из головы вылетело, что я хотел вам прям такое рассказать по поводу игры. Блин, вот что-то такое на языке вертится. Вот не люблю такое состояние, когда у тебя на языке вертится мысль, она потерялась из-за того, что ты говорил другую мысль, и все. И ты просто сидишь, и у тебя в голове такое, ну блин, Саня, ты что-то забыл сказать? А ни хрена себе Марк себе там стол собрал. И друиды, и тинкеров 2 звезды. А ты не слишком ли оборзел? У меня уже на 8-м раунде 68 хп. Опупеть. Опупеть. Там баф людей уже у чувака. Я тоже хочу себе баф людей. Но я поставлю сейчас себе немного сильнее стол. Типа... Пофиг плюс пофиг. Темпларочка еще здесь есть. Ну, вообще здесь легендарки обалденные. Тут такое можно почудить. Еще и реликвии обалденные. Но, блин, понимаете, хочется кулон взять и хочется взять вот этот вот талисманчик на возврат урона. Вот хочется. Абузить кулон или абузить воинов. Абузить кулон или абузить воинов. Ну, Хусика раннего у меня нет. Да и щита второго тира тут, в принципе, тоже нет. На самом деле, типа, если падает щит второго тира вот этот, то можно вот прям с нулевого... Ну, как с нулевого? Если у вас есть достойный кири, то можно прямо абузить этот щит второго тира под воинами, и в большинстве случаев вы будете побеждать. Ну, конечно, это не касается скилловичков, которые найдут с первого раза перчатки 5-го тира, но все же. Опа, панда. Чекайте, чекайте. Сейчас вот беру пандочку, мне выпадет магическая панда. Отвечаю. Так должно быть. Я всю свою удачу слил на то, чтобы мне Эмбер на 14-м раунде в 3 звезды собрался. Поэтому сейчас мне по-любому должна магическая панда именно выпасть. Не какая-либо другая, а именно магическая. Вот блин. Я теперь думаю об вот этой вот мысли, которую я потерял, и все. У меня все мысли и весь мозг сосредоточен именно на этой мысли. Не люблю такое состояние. Ну ладно, короче, проехали. По пути, может быть, вспомнится, правильно? Правильно. Я надеюсь, что мне сейчас выпадет аптечка священника. Пожалуйста, аптечку священника. Давай, аптечку. Рандомить не буду, возьму реликвию кабанов и вот так вот, опа, и забузил. Отлично. На самом деле, я сразу хочу сказать то, что я ненавижу эту реликвию кабанов. Я ее прям, ух, как у меня горит на эту реликвию кабанов. Дичайше горит. Ой, как дичайше горит. Эта реликвия кабанов, она может быть как бы и удачной быть за первые 10 раундов, а может быть максимально неудачной. У меня просто были уже такие игры, когда мне реликвия кабанов... Опа, клевер, сюда. Были такие игры, когда у меня реликвия кабанов на 20-м раунде была вся по 5. То есть у меня все кабанчики были по 5 монет. Ни один кабанчик у меня за 10 монет не был. За вот эти вот 10 раундов. Типа, бог рандома меня в тот момент дико не взлюбил, судя по всему. Где-то я ему там насолил по любасику. Ну, как бы, да.
Поэтому, ребят, если вам падает реликвия кабанов, то лучше иногда ее тупо проигнорировать. Потому что реликвия, если честно и откровенно говорить, ну, такая себе. Такая себе. Оно, конечно, хорошо, когда у тебя за 10 раундов очень много уже будет кабанчиков за 10 монет. И прикол в том, что они сделали ее безлимитную. Раньше кто вдруг помнит, кто вдруг раньше не помнит, как было, то напомню то, что раньше кабанчики были лимитированы. То есть там 10 раундов, все, кабанчики больше не растут. Вот сколько за 10 раундов они выросли, вот как бы держи. Сейчас же кабанчики, они безлимитные. Хоть за это им огромное спасибо, что они додумались сделать их безлимитными. Потому что я что раньше говорил, что сейчас. Что кабанчики безлимитные, это необходимо было сделать. И они сделали это. Но все равно. Кабанчики это еще та подлива. Вот серьезно. Типа, если оно апается хорошо, то оно апается хорошо. Если оно апается плохо, то болт на 28 за обе щеки. Бабка. А можно баф людей? Нельзя? Но я почему-то так и думал, поэтому продаю, иду в уровень. Вообще можно было бы панду продать. Ну а вдруг панда мне сейчас с клевером такая: ну, Санечка, за все твои страдания держи берсерка. А я такой: да. Мне больше интересно, сколько баночки восстановят мне хп. Давайте так. Ролик поставите на паузу и в комментах напишите: за 10 баночек сколько я восстановлю себе хп. Угу. Угу. Работаем. Знаете, я вот когда комментировал ролик короткий, вот там где с Эмбером в 3 звезды, когда я этот ролик комментировал, мне тупо не хватало времени, чтобы все рассказать. Сейчас же я понимаю, что когда ты вживую все делаешь, тебе дохренища времени о чем-то подумать, о чем-то поговорить. Прям его дохрена реально этого времени. Придется собаку продать. Придется продать героя собаку. Я не хочу просто хусика продавать, но он пригодится, этот хусик, по-любому. А собака это, конечно, баф людей, но... Ладно, я цемпу продам. Пусть собака немножко поживет. Все-таки на мобов поставлю себе баф воинов и буду себя легче, намного увереннее чувствовать. Марк уже с Мишкой там сидит, охренеть. Со змейкой в 2 звезды. Красиво жить не запретишь, еще и винстрик 9. Хорош. 19 хп мне оставил, хорош. Красавчик. Да. Да. Да, на воинов поставлю побольше. Сейчас 15 раунд будет. Талант, естественно, на +1 к уровню. Так, 10 банок, 19 хп, поехали. Сколько мне хп восстановила, а? 34 за 10 банок. В принципе, нормально. В принципе, нормально, потому что в среднем 3 плюс хп восстанавливали баночки. Поэтому нормально. А у меня была игра, не помню какая, но там я восстановил что-то за 10 баночек 50 плюс-минус хп, где-то так. Это было так до хрена, и у меня просто челюсть отвисла от такого восстановления хп. Давай что-нибудь полезненькое мне сейчас. И клевер можешь еще, в принципе, один дать. Сейчас вот рольнем. Давай клевер мне. Магическая панда выпала. Not bad. Так, лишних воинов продаем. Они нам не нужны. Мана плюс 50, магический плащ. Я возьму магический плащ, потому что просто универсальный предмет, и все. Кливер дай. Кливер дай. Понял. Ну, Святой Грааль, в принципе, тоже подойдет. Кстати, вот этот вот хитрец,
Он так жестко летает в текущем патче. Он нереально быстро летает по карте. Они, мне кажется, даже бафнули этого хитреца. А вот интересно, когда хитрец летает в своей способности, Святой Грааль увеличивает скорость вот этого вот полета? О, так не зря я все-таки взял плащ-пальто, чтоб не... меня никто. Блин, реально жестко летает. Надо будет как-то этого хитреца закирить. О, Свенчик. Неплохо, неплохо. Плюс 2 хп с баночки пойдет. Немного, но в принципе немало. Джакира есть в игре. Хорошо. Я надеюсь, что мне просто берсерк сейчас вот так вот просто как на блюдечке с золотой каемочкой. На. И Санечка такой: уху! Не знаю, собаку хочу продать, если честно. Ладно, магическую панду продам. Не верю в панд. Слишком поздно мне уже приходят. Кабанчики так себе у меня, по сути, восстанавливаются. Знаете, что хорошо? Что противники не обузят аптечку. Вот что хорошо. Это вообще прекрасно, я бы даже так сказал. Джаггер. Кстати, ребята, мне нужен ваш фидбэк. Кто уже обузил Джаггернаута? Как вам Джаггернаут? Я думаю, Джаггернаут нормально так пилит. Чисто бритва. Бритва Джаггернаут. Я вот когда его в первый раз собрал в 3 звезды с хорошими предметами, боже, такой герой прям развалистый. Баф людей. Здорово. Нет, баф людей пока, потому что баф людей мне не нужен. Ну, типа, уже поздно. Можно было бы, конечно. Но я считаю, уже поздно, нет смысла. Пусть у меня лучше Свен остается. Может быть, я реально воинов поставлю. Буду им играть через воинов и через берсерка Кири. Тоже как вариант хороший. Но я думаю, вообще стандартную вот эту вот имбу собрать. Это 9 магов. И все. И кайфануть. 5 хп за баночку. Здорово. Мне вот, знаете, иногда кажется, что когда ты юзаешь каждый раунд баночку, намного больше восстанавливаешь хп, нежели ты вот так вот копишь количество баночек себе и потом просто их юзаешь все вместе. А ну-ка, напишите в комментариях, у кого тоже есть такой вот моментик, что, мол, каждый раунд, когда ты юзаешь, ну, ты намного больше восстанавливаешь, чем когда копишь. То ли мне это кажется, то ли это реально так. Я надеюсь, что это мне просто кажется. Так, один кабанчик 8 монет, все остальные кабанчики так себе попались. Ну, один кабанчик еще за 8 монет, остальные по 6 и по 5. Кстати, да, ребят, заранее извиняюсь, я, возможно, буду кашлять, либо чихать, либо что-то еще, потому что не до конца я еще выздоровел. Не до конца. На самом деле, бесит. Бесит, что не до конца выздоровел еще. Голос в моментах может пропадать. Голова болеть может, то еще что-то. 6 хп, кстати, с банки. Хорош. Хорош. Тут что-то типа охотники с шаманами. Интересно. На самом деле, бред какой-то он там собирает себе. Ух ты, дюк. Дюк, маг, друид. Кстати. 10 монет с кабанчика сюда. Дюк, маг, друид. И, кстати, ребята, я проверил. И вот этот вот дюк, он в действительности ни хрена не дамажит. То есть со своей способностью он в действительности ни хрена не дамажит. Это бред какой-то. Я собирал его в 3 звезды. Собирал его также под 9 магами. Он кастовал свою способность. И она ничего не наносит по урону. Скорее всего, разработчики забыли внести, там, не знаю, какие-то особые условия, либо механику вообще внести по дамагу с этой способностью. Либо я хрен знает. Вообще ничего не дамажит. Вот у него просто физический урон. Даже чистого ни грамма не появилось. Либо я не понимаю, как работает его способность. Так, я беру, если что, Мамору. Я верю в то, что Мамора мне сейчас быстренько берсерка
Апнет. Минерчик. Здорово. Антимаг. Здорово. Так, вместо панды ставим. Жрецов еще оставляем. Мне кажется, мне стоит полностью сролиться. Потому что у меня 27 хп. Опа, сюда. Опа, дюк. Здорово. Дюк-индюк. Дюк-индюк. Надо друида будет найти. Не забыть поставить. Главное этот момент не провтыкать. Потому что я любитель иногда провтыкать такие вот моменты. Короче, вот так вот сделаю. Мне кажется, так будет профитнее. Яйцо все-таки как-никак оно регенерирует хп. И ко мне приходит Марк. Я тебя услышал. Я тебя услышал, дядя. Не на все лицо, пожалуйста. Не на все лицо. У меня 27 хп. Пощади. Минус 17, спасибо. 6 хп баночка восстановила. Тоже спасибо. Так, магов собираем. Квапа. Рожь. Так, магов ставим. Берсерк! Ой-ой-ой! Дизрыч. Котел. Хорошо. Так, друидов выбираем. Ой, друидов. Жрецов убираем, магов ставим, минера продаем. Тимак, иди к черту. Тебя уберем, яйцо ставим. Так, предметы перекинул. Клевер еще перекинул, на всякий случай. Вообще надо Мамору сейчас активировать и в Мамору кинуть берсерка. И молиться на то, что у меня берсерк капнется быстро. Да не, ну, кстати, топоры как дамажили, так и дамажут. Еще и часто срабатывают. Походу вкинули дезинфу насчет того, что этот, блин, кабанчика пытался выставить. Походу вкинули мне дезинфу насчет того, что не дамажат. Точнее, не срабатывают так часто топоры, как раньше. Пока что я этого не заметил, если честно. Типа, топоры срабатывают как надо. В принципе, как и до этого. Понял, кабанчики не апнулись. Ладно, продаю их всех. Я не буду пытаться их там всех в 10 монет собирать. Пошли не в сраку. Пока я их буду собирать все в 10 монет... Нахрена я Мамору юзнул, называется. Ну, серьезно. Можно было, в принципе, Мамору и не юзать. Вообще, скорее всего, я... Ну, поспешил с Маморой. Мне надо одного мага найти. Мне кажется, я поспешил с Маморой, потому что... Надо было подождать все-таки. Да нет, топоры нормально дамажат, как в принципе и раньше. Сильно. Под кулоном очень сильно. Сейчас, если выпадет еще и посох, то забей. Там разрыв тоталити будет. Так, все, 9 магов ставим. Отлично. Не знаю, можно, конечно, полностью сролиться. Но хочу ли я полностью сролиться? Если честно, не очень. Так вот сделаем пока что. Вообще можно, в принципе, рольнуть. Джакир, отлично. Интересно, будет ли это камбэчное или не будет. Сейчас мы и узнаем. Да не, нормально он кидает свои топоры, в принципе, как и раньше. Я, если честно, не вижу, чтобы он прям вообще не кидал эти топоры. Нормально он кидает топоры. Может, какой-то баг словил паренек в комментариях. Безруш. Такой себе, конечно, безруш. Ну, кстати, попахивает, если честно, камбэком. Нормально мне приходит. Сейчас еще и вампиризм. На самом деле, если сейчас упадет посох третьего тира, все будет более-менее хорошо. Но тоже такой-то есть моментик. У меня 16 хп. То есть, если я вдруг каким-то образом один раз жестко проиграю, то мне будет тормозок с продуктами. Причем жесткий тормозок с продуктами.
Надеюсь, сейчас нормальные предметы выпадут. С первого раза посох 3-го тира. И вот с моба молнии. Было бы шикарно. Я тоже слишком нахрена хочу. Слишком. О, цепочку, в принципе, тоже пойдет. Сейчас посох? Давай. Посох. Хоть посох и трудно стакать. Спасибо. Хоть посох и трудно стакать, но это все равно еще та имба, ребят. Уж поверьте мне, хоть посох и трудно стакать, но это все еще имба. Да, трудно, да, долго, но если стакается, то оно будет стакаться, поверьте мне. И прикол в том, что когда этот посох стакает 20 стаков, ограничения на стаков-то нету. Он и дальше пойдет апаться. У меня получилось сделать 25 стаков один раз. Больше у меня не получалось сделать. Напишите в комментах, кто сколько мог настакать посох. Вот сколько вы играли и насколько у вас получалось настакать посох. Интересно. Да не, нормально дамага же эти топоры, еще и часто срабатывают. Дизинфуд, это мне вкинули лапшу на уши. Понял. Это чтоб Санечек проверил берсерка. 100%. Гарантию даю. Но зубы давать не буду, потому что дорого. Боже, я идиот. Какой я дурак. Ой-ой-ой. Прикиньте. У меня из головы вылетело, что Дюк является друидом. Прикиньте. Насколько... Ой, ёб твою медь. Гений, Санечка, ты просто гений. Ну, это все... Короче, я буду, знаете, на что это смахивать? Я буду смахивать это на то, что я болею еще. Еще не до конца выздоровел. И вот из-за этого у меня такая жесткая невнимательность. Давайте все вместе. Складываем вину на то, что я еще болею. Надо еще наследие духа огня найти. Ну, или посмотрим. Нужна ли мне Лина? Нужен ли мне котел? Вот Лина и котел, нужны ли мне эти герои? Если честно, не думаю. Вы, кстати, сейчас обратите свое внимание, когда Дюк будет кастовать свои способности, она урона вообще наносить не будет. Он же сейчас является магом. У меня стоит 9 магов. По идее, все в области должны подвергаться обледенению с его способности. Ну, хотя бы там на микро-моментик. Инвокера буду сейчас вот так вот усиливать. Я в инвокера верю. Не, на втором месте какую-то дичь собирает. Марк пока тоже что-то непонятное делает. Но я здесь выиграл. Это хорошо. Винстрик остается. Хочу вот этот винстрик 6 единиц снять. Уже 7. Хочу. Хотеть не вредно. Вредно не хотеть. Сейчас Дюка с помощью друидов 3 звезды соберу. На самом деле я бы уже мог его собрать в 3 звезды, если бы я не лоханулся. Но... Если бы до кобы во рту бы росли грибы. Кстати, типок на последнем месте играет через воинов, орков. Что? 9 магов, кстати. Что ты тут делаешь? Он хочет собрать ТБшку. Интересно. Интересно. Ого, Свен в 2 звезды. А у меня безоруш есть. И миллиард обледенения. Ну, помянем. Минус 19. Че винстрик сбил? Шикарно? Я думаю, да. Не знаю, искать предмет 5-го тира, не искать предмет 5-го тира. Берсерк идет хорошо.
Да, ну баф людей не успею собрать. Мне как бы назло не будет падать. Так, агра я, наверное, в 3 звезды не буду собирать. Хана продаем, он дорогой. Лучше ничего оставим. Инвокер. Так, агра продам, инвокера поставлю. Мне нужен один дюк, я его собираю в 3 звезды и половину друидов сразу продаю. Сразу куча места на доске будет. Чел на последнем месте вообще, что ты там собираешь? Что ты пытался вообще там собрать? У меня есть подозрение, что мы с Марком 1 на 1 останемся. Опа, реликвия времени. А это хорошо. Успел? Да, успел. Успел забузить. Дай дюка одного. Одного дюка дай. Ну чё ты, гадюка такая? Да ты посмотри. Зато Дизраптор в 2 звезды. Ну, Дизраптор полезный герой, оставим его. Мне нужен дюк. Дюк-индюк мне нужен. Хватит на предмет 5-го тира? Да ни хрена себе, еще один предметик нужен. Еще один предметик нужен. Плохо. А на друидов пока что продам, выйду в 40 монет. Потерпим. Пока этот дюк придет, и рак свистнет на горе. Так, 9 магов против меня. Помянем 9 магов. Вот видите, просто не дамажит. Не знаю, что разрабы сделали с этим героем, почему он не дамажит. Бред какой-то. Кстати, хорошо, что плащ-пальто не скипал. Но я, по-моему, говорил о том, что хорошо, что я плащ-пальто не скипал, потому что там Макс брался по итогу. Надо деньги сейчас экономить. На 35-м брать таланты на яйца и собирать себе берсерков 3 звезды. Так-то ни хрена себе. Хорошо он мне идет. Восемь стаков на посохе есть. Да, стакать посох этот очень тяжело. Но тем не менее, все равно это все еще имба. Ну, по крайней мере, я так считаю. Да, возможно, разработчикам все-таки стоит на посохе 3-го тира поднять шанс того, что ты получишь стак за убийство героя вражеского. Я думаю, да, стоит все-таки. Потому что в действительности ты можешь за всю игру не настакать 20 стаков себе на посох. Это бред. Тупой бред. Минус челик. Теперь мне хватает. Вон, я просто берсерком целую толпу загасил и по итогу получил 1 стак. Я думаю, все-таки стоит шансы поднять. Криты, кстати, здорово. Криты мы берем, криты мы хотим. Палочку мы уберем. Я бы убрал сейчас плащ-пальто, но не хочу, потому что там против меня есть маг. Вот когда маг вылетит, тогда можно, в принципе, и палочку поставить. Вместо шапочки. Вместо шапочки. Интересно, Марк до конца игры соберет себе ТБшку в 3 звезды или не соберет? Так, Огра до всех достает. Здорово, Марк. Опа, ТБшка в 3 звезды. Плохо. Все, дебафы с меня скинул он. Вот это плохо. И стаки мне еще порвал. А еще у него шарбезны, оказывается, есть. Плохо то, что у меня стаки с посоха-то скинул. Это очень плохо. Это очень неприятно. Ладно, пока спешить по предметам не буду. Сейчас надо берсерка поставить напротив его ТБшки, чтобы берсерк начал изначально бить ТБшку. И по итогу не дал перевоплощаться ТБшке. Это важно, потому что сейчас ТБшка, когда он перевоплощается, он, если что, скидывает с себя все дебафы в плане там нежити и магов.
Минус сопротивления и вот это вот обледенение. Все скидывают. Ну, респект Марку за то, что он не сыграл на своей дефолтной имбе. Опа, опа, обледенение, опа. Тихо, 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 тихо. Не бей меня, я мирный. Я не местный. Хорошо. Сейчас будет 35-й. Сейчас берем талант на яйца. И погнали. Так, первое яичко есть. И еще одно дай. Еще одно. Пожалуйста. Ну, одно дай, пожалуйста. 35-й раунд. Берсерк в 3 звезды. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Что мне надо из предметов 4-го тира? Ну, во-первых, БКБ либо МКБ по-любому надо. Можно еще волшебное зеркало. Кстати, тоже неплохо будет волшебное зеркало. БКБшка и колечко выпало. Охренеть. Так, нужен еще один руид. Темпларка это хорошо, но мне она не нужна. Горн на всякий случай купим. Так, отлично. Дюк в 3 звезды. Тупанул, конечно, что его рано не собрал в 3 звезды, но ладно. На ошибках учатся. На ошибках все учатся. Драконий рог у него. Клинок тени мне не нужен, потому что у него есть МКБ. Ладно. О, нормально, пойдет. Нормально пойдет. У него, кстати, тоже ТБшка через кулончик. Это жестко. Но я думаю, он берсерка моего не перебьет никак. Все-таки берсерк в 3 звезды с критами. Плюс иллюзии еще есть. Ну да, не перебивает. Это хорошо. Ну все, это, по-моему, сейчас конечное будет. Сейчас надо полностью ролиться. Еще и ДК пришел с пандочки. Да ты шо. Ладно, Безоруж тоже скипну. В любом случае он перевоплощается моментально. Ну и вот так вот, знаете, конечный результат: щит 5-го тира. Ни разу не имбовый щит 5-го тира. Сюда. Ни разу не имбовый. Ну вы это и сами прекрасно знаете, да? Так, Марк поставил всех направо. А я сейчас такой: опа! И туда же поставлю берсерка. Чекайте, чекайте, чекайте. Здорово. Здорово. Опа, обледенение. Опа, обледенение. Опа. Опа. Тупо не дал ему перевоплотиться на ТБшке. Но на самом деле, он мог бы поставить Горн. А второй момент, он мог поставить всех в правый либо в левый верхний угол. И у меня бы это берсерк не успевал бы никаким образом его обледенить. И он бы мог тогда хоть что-то делать. Ну, маг такой себе. Ну да, маг на 3-м месте так себе вообще смотрится. Не, ну ТБшка красивый, конечно, у него очень красивый. Я думаю, если бы он ставил в один из углов и поставил бы себе еще в дальнейшем Горн, то я более чем уверен, что он бы меня бы нормально так сносил. Но из-за того, что он не поставил ни Горна, не поставил всех там в угол, то дал шанс мне победить. На самом деле у него жесткая сборка была. Очень жесткая. 6 троллей, 4 морских. Единственный минус, я бы морских не ставил, потому что это бессмысленно. Да, урон с топоров бы по-любому порезался, потому что топоры считаются активной способностью. Но против обычной тычки морские вообще ж не работают. Я бы лучше Горн ставил. То есть у него была бы такая сборка. У него было бы 3 друида, 6 троллей, ТБшка в 3 звезды. И еще и Горн сверху. Даже мог бы поставить, попробовать себе full Горн. Я думаю, это бы зарешало. Ну, короче. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране остается QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!